В моей компании выпущен препарат. Он называется у нас артрозин в таблетках. 2 таблетки 3 раза в день. Он будет восстанавливать сустав. Второй препарат коллаген відновлюючий. Принимать по 2 таблетки 3 раза в день. Это необходимо принимать совместно с профилактикой появления артрозов, которые возникают следующим образом. Наш хрящ, который находится в суставной сумке, этот хрящ, он может быть вечным. И в его создании участвует коллаген, который вырабатывается за счет клеток фибрина, который вырабатывается нашей печенью. Для того, чтобы коллаген вырабатывался, необходимо, чтобы печень работала хорошо. Для того, чтобы печень работала хорошо, необходимо принимать что-то для печени. Это чай тантал с высоким содержанием расторопши или просто пропить расторопшу. Второе. Уменьшение кальциево-фосфорных соединений, а также уратных или пуринов или оксалатных кислот, которые находятся в крови. Это изменения в рационе питания. Первое, что нужно сделать или необходимо сделать, это полностью постараться убрать мясную пищу на длительное время. Алкоголь, мясную пищу, сладости. Перейти вот к такому рациону питания. Третье, начать принимать мой препарат, который называется Metix. 1 чайная ложка на стакан воды 2 раза в день. Использовать для сустава мазь, которая называется артрозиновая мазь, которая устраняет накопленные вещества. Есть нетрадиционный, но очень эффективный метод. Вообще, почему появляется коксоартроз? Коксоартроз появляется на фоне изменения ликвора сустава, то есть жидкости, которая находится в суставной сумке, и там появляется кислота. Какая? Уратная, оксалатная, молочная кислота, которая в свою очередь переходит, должна вернее распадаться, должна выводиться и так далее. Но этого не происходит. Это не происходит на фоне того, что питание неправильно, кортизол неправильно формируется, половые гормоны их недостаточно и так далее. И как с этим справляться? Один из уникальных способов справиться с высокой кислотностью крови — это употребление в небольшом количестве аммиака. Но особенность такая: при попадании аммиака с водой в наш организм, аммиак находится просто в нашатырном спирте. При попадании аммиака, как использовать? 10 капель аммиака на стакан теплой воды. Пить этот стакан можно за раз или на протяжении 10-15 минут, 30 минут или даже на протяжении суток. Можно чуть-чуть больше, допустим, 2 стакана в день. Больше на самом деле не нужно. Даже 1 капля аммиака на стакан воды приводит к уменьшению кислотности вашей крови и уменьшению молочной кислоты в вашей крови. Если у вас молоко, как доказать? Смотрите, если у вас молоко скисло, возьмите в это молоко и добавьте пипетку аммиака или пипетку нашатырного спирта. И обратите внимание, уже через 10-15 минут кислое молоко вновь станет нормальным молоком. Правда, небольшой привкус кислого все же останется. Почему? Потому что аммиак справляется с образованием молочной кислоты и нейтрализует действие молочной кислоты, обычная химия. Именно поэтому я считаю, что в большинстве своем артрозы являются следствием высокой кислотности крови, которая возникает на фоне высокого количества молочной кислоты. Можно купировать или можно устранить в случае, если человек принимает небольшое количество перорально нашатырного спирта на стакан воды. В малых количествах это безопасно и цитонетоксично. Также я не рекомендую принимать это в чистом виде, капать себе в рот или пить его ложками. Но разводя его в воде, вот в таком небольшом количестве, вы можете очень эффективно и очень быстро уменьшить болевой порог или болевые состояния вашего сустава, уменьшить поражение коксартрозом и артрозом сустава и, в общем-то, улучшить общее состояние вашего организма.
Сколько также такие аппликации с разведенным нашатырным спиртом в воде можно прикладывать к своему тазобедренному суставу. Следующее. Очень поможет, если использовать нетрадиционный медовый массаж. Возьмите мед обычный, натрите им бедро, после этого возьмите маленькую бутылочку, налейте в нее теплую воду и вот так катайте по вашему тазобедренному суставу со всех сторон минут 20-30. Когда покатали и мед этот весь собрался на этой бутылке, то само место тазобедренного сустава смажьте и активно разотрите топленым сливочным маслом или обычным маслом. Это все в комплексе может помочь спасти ваш тазобедренный сустав.